Ну вот у тебя несколько нападающих. Как они обычно будут себя вести? Ждать и стесняться не будут, они будут бить. Всем привет! Всем привет! Это снова «Боевые перцы» и мы, Рома и Слава. Мы сегодня поговорим о самой сложной, пожалуй, ситуации, в которой можете попасть вы. Может, многие из вас уже попадали. Это когда несколько противников. И вообще наша школа, кстати, традиционного айкидо, она предполагает, когда мы делаем технику, что противник не один, который перед тобой, а несколько. И причем, как правило, один сзади. Когда несколько нападающих, у них, очевидно, есть преимущество. Слава, что ты посоветуешь, когда на тебя нападает несколько человек? Ну, первое, конечно, не ждать, пока тебя начнут бить. Когда несколько противников, они чувствуют свое превосходство. Это первое. То есть, значит, они будут атаковать, и причем используют всякие разные уловки. Которые у них отработаны. Да, наверняка. которые у них отработаны заранее. Если еще слаженная компания какая-то, это вообще очень сложно. Поэтому вот здесь и выходит первый принцип – начинать первым. Поэтому это очень важно. То есть не ждать, пока тебя начнут бить. И второй совет – никогда не оставлять противников за спиной. Никогда. А как быть в ситуации, когда вот люди идут мимо тебя? Не расслабляться. Это самое важное. Нужно поменять отношение свое к своей безопасности. То есть не надо летать в облаках, не надо, значит, расслабляться, нужно всегда ожидать какой-нибудь неприятности. Ну вот у тебя несколько нападающих. Как они обычно будут себя вести? Я вас уверяю, что они ждать и стесняться не будут, они будут бить. Причем первыми и быстро. Когда нападает несколько человек, обычно спереди становится двое, а остальных очень много сзади. И поэтому первое, что нужно сделать, это нужно ударить назад, потом не останавливаясь, ударить вперед. Локтем. Либо локтем, либо ногой, либо еще что-то. Но нужно убрать противников, которые сзади тебя. Иначе ты не знаешь, где они находятся, ты не знаешь, сколько их там людей, и поэтому этим пользуются. Обычно один или двое выходят спереди, а человек 10 могут ждать тебя сзади. Поэтому нужно сразу рвать и уходить за переднего человека. Сейчас я бы хотел пояснить, что происходит при нападении противников сзади. Противник обычно наносит удар со спины в область поясницы, либо в область почек. Или когда противник наносит удар по шее сверху. Нужно сделать шаг в сторону, чтобы уйти с линии атаки, и нанести удар ногой в колено. Следующим должен быть удар рукой в лицо. И уходить с линии атаки движением вперед. Вы заходите за спину за противника и наносите удар в затылок. Противник падает, мы разворачиваемся и уходим. А вот по твоему опыту, как люди, которых много, начинают, наверное, сначала давить психологически? То есть они не сразу могут напасть? Сначала может быть, но по моему опыту они сразу нападают. То есть прям бьют заготовками, да? Да. То есть у меня был случай, когда просто проходили люди,
просто я их пропустил, расслабился. И сзади они начали атаку сзади. Даже спереди никого не было из противников. То есть они хотели ударить сразу сзади по голове, чтобы я упал и налететь толпой. Есть ли какие-нибудь принципы работы, когда вот у тебя и спереди, и сзади есть противники, что-то основное? Сначала нужно убрать сзади Так. противников, потом ударить передних и уйти за них, защититься ими. То есть этих передних противников нужно бросить на задних. А какие-то техники, может, теперь или передвижения особенно? Техники передвижения нужно использовать, такой принцип называется в айкидо ири наги. Ага. То есть очень быстро и максимально эффективно и быстро войти в атаку противника. Сейчас я бы хотел объяснить, что нужно делать, когда противники нападают и спереди, и сзади. Первое, нужно атаковать того противника, который находится сзади. То есть при ударе в голову, это обычно вы делаете шаг в сторону и наносите удар в колено. Затем вы делаете шаг за противника и наносите удар в затылок. И бросаете противника на его партнера. А если вот часто говорят, что убегайте, вот когда стоит убегать? И как действовать в этом случае? Обычно, когда больше 3 противников, это только в кино показывают, что он там всех раскидал, их 20 человек было или 15, Ага. а он всех раскидал. Если больше 3, нужно быстро наносить удар и убегать. То есть рвать дистанцию и убегать. Это очень важно. И стараться за счет своего бега выстраивать противников в цепочку. Понятно. И если кто-то вырывается вперед, нужно повернуться, нанести удар и тут же снова убегать. Понятно. То есть не ждать, какой будет результат. Мгм. Вот такая тактика. Там заворачивать за углы, там вот это все. Ну, нужно вырваться на где людная территория, Ага. где людей много. То есть стараться вот не бежать, допустим, если это в подъезде, не надо бежать вверх, надо бежать вниз. К людям. Да, к людям. Не надо бежать на крышу, надо бежать вниз. А зачем? Людьми защищаться или теряться, или просить помощи? Ну, тогда сложнее противникам, которых больше, Ага. воспользоваться своим количеством. Понятно. А если они сначала будут нападать психологически, то что с ними делать? И как защищаться? Защищаться от Психологически. психологического воздействия практически невозможно. Нужно либо уходить, либо не нужно отвечать на все эти психологические Ну вот воздействия. дай закурить там, да, вот это все. Не надо говорить «я не курю». Ага. Если когда говорят «дай закурить», надо залезть одной рукой, как будто ты полез за сигаретами, либо там еще зачем-то, а второй нужно бить Сразу. сразу. Потому что просто так не Потому спрашивают. что если обычно говорят спереди, а бьют сзади сначала. Понятно. Поэтому нужно залезть в карман и максимально успеть сблизиться с противником, Который впереди стоит. который стоит впереди, и его ударить первого, и за него уйти. Понятно. Итак, основное правило. Начинайте первым. Будьте уверены. Сначала вырубайте противника сзади, наносите удары и используйте определенные передвижения, которые в айкидо называются ири-минаги. А дальнейшее это только Тренировки. тренировка, практика, отработка. Всем спасибо. С вами были Боевые перцы. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комменты мне и Вячеславу, чтобы узнать ваше мнение, какие темы вам интересны. И нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить наши следующие выпуски. Всем пока. До скорых встреч. Потому что То есть один ты в айкидо поддается. тогда не верил, да? Да, я в айкидо тогда не верил абсолютно. То есть я не понял, как я оказался на полу.